Я заебался. Мы все заебались. Это девиз всей нашей жизни. С вами Пох подкаст. Ну, надо немножко разбавить, а то что-то все очень серьезно было, на серьезные темы. Я, как обычно, не знаю, о чем сейчас мы будем говорить. Это чисто импровизация и размышления на релаксах. Поэтому... В общем, был скандал очень крупный, он до сих пор происходит. Уже больше года идет скандал в музыкальной индустрии. В кей-попе. Хорошо. Все равно нехорошо, я все равно не буду. А я все объясню, чтобы Окей. все поняли. Да. Поэтому не только вам объясняет, но и мне. Группа New Jeans есть такая. Они очень сильно взлетели. Это одна из первых женских групп, которые в суп-лейбле было хайпа, где BTS и всякое такое. У них продюсер генеральный Минхи Джин. Вот. Хорошо, не джинсы. Может быть, у нее есть акции Levi's. Не знаю. Посмотрим. По ситуации и по нашим информаторам, нашим... Сабин, напомни мне информаторов каких-то найти. В общем, группа взрыванула, она прям вообще прям офигенно все. Их назвали чуть ли не вторыми BTS именно вот, то есть, но ожидали, что будет даже конкуренция с Blackpink. Очень грамотный маркетинг, все очень грамотно, все очень прикольно. Но произошел один момент. В прошлом году Минхи Джин заявила о срочной пресс-конференции. Собрались журналисты, все, и она сказала, что хайп против нее и против ее бизнеса. Что? Меня прикалывает больше тот факт, что такой популярный почти наравне с BTS, я, который, в принципе, не совсем понимаю, что это за группа, поэтому, мне кажется, не наравне, учитывая, что я человек, который не так сильно рассматривает поп-индустрию, но знает BTS. Ну, короче, они рвали чарты из женских групп, там, годовые по продаже альбомов, они рвали чарты по стримингам, по ротациям, они стали первой вообще какой-либо кей-поп группой или корейскими вообще там, связанной с корейской индустрией развлечения, на эксклюзив... Напоминаем Южной Корее. Это важно. Который получил эксклюзивный Это вдруг кто-то подумает. Это есть же родители, которые дарят своим детям поездки в Северную. Вот. Потому что думают о Корее, а какой именно Корея? И вот так вот сходится. В общем, у них был эксклюзивный контракт с Apple. Они рекламировали 15-е айфоны. Apple были спонсоры. Как я все пропустила. Что? Как я все пропустила. Они, короче, даже Apple спонсировали их клип. То есть, как бы у них жесткий контракт как амбассадорство Coca-Cola, а группе типа год-полтора. Ну, то есть, как бы, что-то добились уж точно. Да, потом участники удивляются, почему у них кариес. Также их заставляют постоянно пить Кока-Колу. Они, кстати, ни разу не пили, они только вокруг логотипа просто бегали, там, не знаю, танцевали. Вот. Купались в школе, но не пили. Ну, не пили. Вот. Зубы черные, знаешь, так. Муравьи на зубах. Так нет, это уже кариес. Ну, кроме муравьев. Муравьи — это что-то странное. В итоге, вот этот продюсер вышла, сказала, что хайп против нее, холдинг, и объявила о том, что она подает на них в суд. Вышли девочки из группы и сказали, что вообще вот владельцы нашего лейбла, вот эти хайп, они еще суп-лейблом были. Они говно, они, короче, мы с ними контракт разрываем, все это, мы уже и так им в ноль вышли, уже там что-то отработали, уже все хорошо. Мы разрываем контракт, потому что к нам неуважение, и неуважение к нашему продюсеру. Да, я догадаюсь, в конце они все разорились, потому что ничего не выиграли. Суды до сих пор идут. Там даже Конституционный суд вышел. То есть там суд за судом. Там, я чувствую, адвокат скоро купит себе новую машину. Только на их делах. Потому что... Ну, машина — это как-то мало.
Вот если бы уже третий дом, то это было бы сильно. Не, ну он же должен еще выиграть, чтобы получать там проценты, Это да. да. Вот, а пока у них никаких выигрышев и четких проигрышей нету. Точнее, есть, но это дальше. Как итог, вышли хайп и сказали, у вас контракт, стервы? Нет, мы вас не отпустим. У них контракт еще лет 5 или года 4. У них 7-летний контракт, они просто там за 2-3 года стали звездами супер. В чем произошел сыр-бор? С хайпом и Минхеджин. Кто такая Минхеджин? Она в свое время... Ставки обязательно. Вдруг кто-то не знает, как я, потому что... Она была главным креативщиком SM. Ну, то есть в соцсетях, всяких... Нет, она придумала концепты Ну, альбомов, концерт. концепт Мгм. именно полностью, как это будет потом в съемках выглядеть, как это будет. То есть она создавала продукт А. из нуля. То есть она брала Ну, то есть группу, как она чистый лист. основная тут вся Да, и она деятельность все... проводилась. Да. То есть она Ну, слушала это просто сильно. материал и полностью собирала весь пакет. И как будет пиар происходить команда. Ну, сильно. В итоге она создала такие группы, как EXO с всеми их галактиками. Она Мгм. создала, вроде бы Girls' Generation создала, потом она Shiny создала, потом она создала FX. То есть, ну, короче, там послужной список очень, Мгм. ну, серьезный. То есть там многие не ожидали, что она уйдет из SM. Мгм. Потому что у нее там даже... Она была одна из единственных офисных стандартных работников, которые на проценте еще. То есть ей еще компания даже процент от Ничего продаж себе. давала. Просто из-за того, что как бы вот, ну, Ну, типа... классный Да, то есть, типа, что, лишь бы ты не работник. свалила. Она свалила и ушла в хайп. После этого начали обнародоваться переписки. Бан Шихёк, это владелец хайп, создатель BTS, создатель всего этого. Мгм. Что он с ней переписывался? Он ее переманивал, оказывается, 5 лет. Он в открытую писал, что вот ты сейчас в СМ работаешь, они тебе не дают вот столько, вот сколько могу дать я. И вообще СМ, ну ты видел их артистов, хуйня какая-то. И Мгм. это все сливается в публичность. Сильно. На что, как бы, она сливает специальные документы, Мгм. которые шли рассылкой. То есть хайп сейчас состоит из 5 сублейблов. Мгм. А сам хайп это стала инвестиционная Компания. компания, которая в системе развлечений Мгм. работает. И у них между лейблами есть рассылки, что типа что и как. Это считается нормой в любой нормальной крупной компании, что как происходит, как рынки меняются. Мгм. Но потом пошла такой момент, что когда рассылки начали читать журналисты, они замечают, что в рассылках от главного холдинга их... Сейчас, секунду. И когда журналисты начали читать, они заметили, что в этих рассылках говорятся о артистах других лейблов. Ну, к примеру, говорится, что из серии вот ВСМ Эспо выпустила новый альбом, клипы, Мгм. едут скоро в тур. Ну, так, как обычно, разжирнела, Мгм. та страшная тварь вообще. Ой, кошмар. И после чего аналитики холдинга сразу в открытую пишут. Ну, у нас вот эта группа есть, так что этот лейбл возьмите на заметку, что пиарьте, что типа, а мы-то худенькие. Вот эта рассылка была, всех они хают, все как бы очень, ну, неприятно высказываются. Всем это журналистам не понравилось и так далее. И после этого новое заявление уже от New Jeans. Одна девочка заявляет, что к ней очень плохо относились сотрудники. Их занижали в этих рассылках. Мгм. Из рассылок было известно и понятно, что, в общем, хайп позволял себе в рассылках четкую расстановку, какая группа важнее для компании, для инвестиционной, а какая нет. Не, ну это же логично. Это логично с цифр. А они вот говорят в открытую, что, к примеру, вот там Ле Серафим, который у нас в том лейбле, М. да, они не зарабатывают сколько вот New Jeans, но они подходят нам по стилю.
Нет, ну со стороны компании это логично. Со стороны людей, которые выступают, это, естественно, нелогично. Ну, кто зарабатывает деньги? Компания. Но при этом, как бы, это человек, который... Ну, компания. Это тот фактор, который зарабатывает и забирает большую часть денег и распространяет ее Да, но среди New всех. Jeans зарабатывает больше. Но, да, это получается... Они больше зарабатывают. Личное пошло вперед, чем Ну да. денежное какое-либо. После этого произошел другой скандал. Скандал связан с тем, что, в общем, было какое-то мероприятие, уже произошел вот этот вся заварушка первоначальная. Мероприятие в Японии, где произошел то ли теракт, то ли какая-то серьезный момент. И поэтому на концерте срочно объявили о том, что... Ну, не объявили, девочки из New Jeans хотели сделать всякие ленточки, которые... Ну, как поддержка. Как поддержка, что мы знаем про это все, мы там, типа, нам очень жаль. В итоге их хайп сказал, что подождите какое-то время, мы узнаем у вещателя, типа, можно, нельзя, или что-то, или они сами выйдут. Ну, то есть какие-то информацию в целом. Да. Потому что это все в прямом эфире, типа концерт-шоу какой-то. Ну, такой концерт а-ля фестивальный на стадионе, вот что-то типа такого. То есть там артист за артистом выходит. В итоге им объявили за сутки, что да, можно. Они уже там, типа, как они заявляют, участницы, что они вручную перед вылетом там шили, покупали, все это делали. После этого они прилетают и видят, что у всех остальных артистов хайба Уже готовы и купленные, а не ручные. И типа, ну и им как-то что-то не понравилось, что типа из серии мы тут добивались это. О, чем-то диплом напоминает. Кому-то все легко дается, кому-то нет. Нет, что-то вот, знаешь, вот прям чувствуется вот этот вайб, что типа это, ты пытаешься узнать то, чего нету, или узнать то, чего уже всем известно, ну, похуй. Вот. Нет, Дула Пип еще держится на последних, но... Ну, держится. Ща, это последняя на сегодня съемочка, все, давай. Держись. Вот. И как итог, короче, им это не понравилось всем, все. И из-за того, что произошел еще сильнее, как бы из-за этого скандал, их продюсера уже отстранили от работы. Хайп обвинил ее в то, что она хочет забрать себе лейбл. Типа акции в том числе как-то что-то придумать, переманить и по дешевке выкупить. Ее отстранили сразу же. Она пошла в суд. Это первые суды пошли. После чего ее... Короче, девочек тоже отстранили от работы. То есть у них был готовый весь материал, их убрали. Зачем так делать, я не знаю. Мне кажется, наоборот, дали бы выступить, типа, ну вы уже вложились бабками в клипы, в музыку, ну то есть... Ну да, тоже странно. Ну, может быть, компания думала, что, типа, они не начали говорить, что все, деньги все наши, потому что, типа, мы самостоятельны. Нет, только потом, после этого они объявили об уходе из лейбла в целом. Тогда не знаю. То есть они сказали, что нас это не устраивает, мы хотим уйти, но ждем ответа. Те, ну, как что-то отвечали, что-то не отвечали. И то все публично, все вышло в публичную связь. Они между собой, мне кажется, вообще не общались. Они все через журналистов делают. Причем, ну, типа, это девочки этого же лейбла. Ну, то есть, как бы... И там, в том числе, как бы, вроде бы, там только недавно всем стало совершеннолетним быть. То есть, это молодые девочки, 18-19, вроде там даже кому-то 16 все еще осталось. В том числе, там есть те, которые не жители Кореи. Это редко, но бывает. Нет, это сейчас очень популярно. Типа, Ай. они там всех вот прям... Ну, они прям делают, типа, 2 корейца, 2 японца, 2 китайца и там тайца возьмем. Там еще... Ладно, я просто представила там каких-нибудь итальянцев, испанцев, и я такая... Что-то я редко такое видела. Нет, не туда пошла. Вот, и... ну так, тогда Тогда логично, да? Тогда логично. Никто не заметит. После чего
они объявили о том, что они не будут ничего общаться, и они теперь окончательно уходят. Хайп сказали, а имя-то на нас записано. Делайте новую. А нет, они выиграли недавно суд, что девочки до окончания контракта не имеют права Менять? вообще работать с кем-либо в индустрии развлечений. И как-либо работать. То есть девочки придумали новое имя, сделали новый лейбл, они сами туда, ну, типа, сами ушли в свой. На судебном порядке им запретили это. Ну, в принципе, контракты есть контракт. Да. Читать надо, что подписываешь. Да, но... Блять, тут на 7 лет, пиздец. Тут произошло другое. Раньше вообще там по 20 лет контракт такие. Ой, не 20, максимально 12 было, а так типа по 10. Страшно. Потом суд это отменил и сделал 7. Вот, как итог, они, в общем, теперь не имеют права ничего использовать, ничего делать, ничего этот вообще. И Придется работать на обычной работе. хайп начал аннулировать визы участниц, которые не кореянки. А все, рабочей визы нет, ты не работаешь. Да! Все, теперь им быть обычными рабочими. Нет, то есть и там... Они уехали на какое-то мероприятие в Гонконг. 2 из них осталось в Гонконге. Почему? Дальше они поедут в Тай. 2 из них останутся в Тай. Останется 2 девочки, которые вернутся в Корею. Нет, вот А если будут севернокорейские корни, они вернутся в Северную Корею. Причем вернуться не на самолете, их просто через забор перекинут. Да. Нет, там история какая. На воздушном шарике пустят. Его специально еще подрывают прям в воздухе. То есть, типа, не Да. моя проблема. Да. Хайп. К артистам во. Реально хайповые. В итоге, это не понравилось общественности. В плане того, что или виза делается на определенный срок, и она продлеваться должна каждый год. Или вы оставляете эти визы, но подавать документы на аннуляцию, типа, это уже, ну, типа, как-то не очень. То есть вы специально как будто пытаетесь перекрыть кислород, чтобы эти девочки в полном составе точно не дошли до суда, который в Корее. Ну а что, базовая схема? Что в итоге произошло? Адвокат у них оказался хороший, потому что суд-то уже идет, визу аннулировали. Адвокат на следующий день подал прошение в иммиграционную полицию, что, оказывается, в Корее есть закон, что можно въезд безвизово тем персонам на суд на время всего следственного дела. Логично. Таким образом, она все-таки въехала. Хайпу это не понравилось, что она въехала. И началась черная пиар-акция. Все мы как мы любим. Я же говорил, интересная история. После этого, что же там с Мин Хи Джин, который уже она проиграла первый суд, но потом выиграла апелляционный суд. Потом пошел другой суд. В этот момент она объявила о том, что ее занижает компания, хотя за ней стоят люди. И начинается раскол, это правда, пошел раскол в интернете у людей, связанных с шоу-бизнесом. То есть кто-то полез даже против хайпа. При этом все, кто работали с ней, с этим проектом связанным, в то время, когда они еще хайпом, ну, когда все хорошо было, хайп начал присылать судебные письма о том, что резкая аннуляция и весь материал изымается. Окей. Ну, то есть началась какая-то зачистка. Ну, правильно. Если там какое-то есть что-то страшное, естественно, лучше это не давать. Как итог всей этой истории на данный момент Мин Хи Джин объявила о том, что хайп ведет нечестную игру, грязную, и именно когда она еще работала там. И что это правда, потому что у меня есть доказательства. У тебя или будет У меня.
У тебя? Так. И такой, сейчас прикрепляю файлы, они выиграют. Нет, там другой суд сейчас над ними. Просто я это читал, но при этом всем это почему-то все загасилось. Эти статьи начали удалять. Спустя даже сутки не Но прошло. они сохранены на нашем ноутбуке. Нет, но я могу пересказать с моих слов. Нет. Поэтому Нужно было делать я хотя бы все, скриншот. мне все приснилось. В общем, А то он так говорит, чтобы его не привязали к этому суду. ну, как минимум, Настя Чунгука привезу. Ну, в общем, что за статья? Дело в том, что проблема с Мин Хи Джин. Мин Хи Джин очень сильно без хайпа сама руководила маркетингом на американский рынок. И в один момент хайп без ведома всех лейблов, своих сублейблов, даже не упомянув, то есть все узнали из новостей, что они подписали контракт с Universal America. Что это значит? Что Мин Хи Джин теперь не сможет, ну, в то время работать на американском рынке, не связанный с Universal. То есть в любом случае отчисление за весь заработок в Америке идет туда. То есть, как минимум, знаешь, так 15% точно заберут. И вся ее маркетинговая стратегия, она тоже должна идти через Universal. А они тоже попросят процент. И ее это выбесило, почему они подписали жесткий контракт, который распространяется на всех, а я об этом узнаю из СМИ. Тут я на ее стороне. Да, это должны были предупреждать. Или предупреждать, или договариваться, или еще. Ну, то есть дать хотя бы этот, чтобы, знаешь, из серии они сказали за неделю, она за 3 дня составила план и объяснила, почему она не может в этом участвовать. Типа, тогда пусть лейбл каждый сам решает. Ничего не... Она из новостей узнала. Трэш. Другой момент. Насчет она сказала, никто этому толком ничего как-то пропустили мимо ушей, насчет очень странных деклараций налоговых компаний Hype Корея. Почему-то эта новость была, но она очень сильно... Она пропала потом на тех источниках, где я это видел. Действительно. Действительно. Знаешь, и пиар-команда такая, может, потому что я не спала 3 дня, знаешь, так. Дело в чем? Была отчетность инвестиционной этой компании сразу за 5 лейблов, то есть сколько заработали всего, в течение 1 квартала. Этого года вроде. Нет, прошлого. Там 1 квартал. И почему-то чистая прибыль с 5 лейблов составила всего лишь 1 миллион. 1 миллион вон. Что в переводе 59 Тысяч. тысяч рублей. Так, я тут пошутила, но прям попала в яблочко. Ведьма. Да, такая. Обращайтесь. Не, ну то есть, типа, то есть лейбл, где BTS. Где BTS? Да, ну то есть BTS в том числе. Да, они все в армии, но хоть, ну не может быть там чистой прибыли лям. Чистой. Ну, как минимум, там вот это... Причем там все группы почти, они там, у них 2 группы, которые продают в год там по 4-5 миллионов физических копий. Из тура в тур ездят. То есть там не отдыхают ничего. Те же самые BTS, я думаю, до сих пор продажи есть альбомов. Там половина есть. уже вышла. То есть, ну, в прошлом году еще вроде не все, там даже половина не вышла, но все равно что-то есть. Ну, мне кажется, это какое-то надувательство. Но с другой стороны, мы очень много тратим денег на воссоздание клипов. Они так и объяснили, что все деньги пошли на инвестиционные Нет, это не я им писала. Вот я ничего не знаю. Ты узнал реальную твою выпускную работу. Финансовая политика организации. Что ты хочешь? Пизди больше, фактов 0. Знаешь, вот это получишь очень много. Все, что должно было быть в налоговой. Это все твое. То есть за 1 квартал 5 лейблов. Заработал 59 тысяч рублей. Артисты... Чистыми. Не забываем добавлять слово чистыми.
Там парковочное место только в одном офисе. То есть там 5 лейблов, значит 5 офисов. Плюс еще хайп, целое здание в центре Сеула. Ну, знаешь, аренда Там дорогая. Там собственность. Там одно парковочное место стоит как бы в аренду дороже, мне кажется, чем они заработали чисто прибыль. Коммуналка дорогая. Знаешь, как холодно было? Охранник забыл выключить отопление. Да. Летом банька-парилка была, не понимали целый квартал вообще. Да, Чё вообще. с июля по Не, сентябрь? там дальше уже не отопление, там дальше уже кондиционер ебашил как не в себя. Нет, то есть отопление было включено, из-за этого кондиционер хреначил. И поэтому... Да. Да. А знаешь, сколько стоит прокормить эту ораву лейбла? Они очень много стали есть. Цены на продукты выросли. Вот почему чистый доход такой маленький. Все ушло на них. Все для них. Нет, я не шучу. Это все так. Вот вам официальная пресс-конференция налоговой корейства отца. Не, ну все по-бытовому. Все в представительских. Вы что, виноваты, что... Они сами так потратили много. Я извиняюсь, чистый доход. Не переживайте, мы поговорим с нашими сотрудниками в следующем квартале. Да, такого не они будет. постараются экономить, чтобы не транжирить все средства, которые мы заработали. Поэтому... К сожалению, BTS пока в армии, поэтому чистый доход такой маленький. Поэтому будет... Концертов пока что нет, их Да которых нет, много. Там из туров другие артисты не выходят. Ну, другие артисты зарабатывают на то, чтобы прокормить, собственно... армии. Да, Жрут как не в себя. да. Они еще выйдут такими качками, сами офигеете. Все для вас, наши дорогие. Я не слежу за новостями кей-попа, ни одной вкладки вы не увидите у меня, ни на телефоне, ни на ноутбуке. Но я говорю чистую правду. Потому что она представитель компании Хайп. Я Только от не российского официальный. филиала. Только от российского филиала. Вот. И где моя оплата? А вот она, 59 тысяч чистыми. То есть там будет... Они мне не заплатили, поэтому у них есть чистые. Чистая прибыль будет, ай, аж больно. Знаешь, одна вонна, блин. Да, они не оплатили мне еще зарплату. Поэтому у них есть чистая Поэтому прибыль. налог даже с 59 тысяч платиться не будет. То есть там вообще в минус на минус одна вонна вышла. Да, на минуточку они в минус сейчас уходят. Все очень сложно. Мясо в Корее подорожало. Я что-то там наушники, что ли, знаешь, типа, пизди, молодец, пизди. Белиссимо. А ты думаешь, почему я говорю, что я на левое ухо глухая? У меня там микронаушники постоянно. Я их постоянно консультирую. Ну, короче, от этого всего охренела корейская налоговая. Типа, Я все их раскрыла. типа, что за говно? А надо было платить зарплату. Ну, короче. Сами виноваты. Короче, в итоге там начался лютый трэш. Налоговая начала их хреначить. После чего дело почему-то замялось. Но миллион-то свободный остался, вот там на взятку какие-то. Вот. Но после этого какой-то другой журналист поехал в Хайп Америка. Вопрос в другом. Нахрена Хайп Америка, если у вас жесткий контракт с Universal America? Хороший вопрос, да? Мне тоже интересно. Ну ладно. В Хайп Америка неожиданно почему-то в Лос-Анджелесе был куплен особняк на имя компании за $17 миллионов. Тренировочная студия для... Да, это все для клипа. Скоро вернутся BTS, и там будут снимать свои клипы. Это вложение на будущее. Of course. Конечно, можно было бы не снять не Airbnb, а надо покупать. Да. Of course, yeah. Да. Абсолютно. Потому что он в конце взорвется.
В итоге всей этой истории начали разбираться, что за особняк. Может быть, это с инвестициями. Нет, там живет Бен Шихёк, владелец Хайп. То есть он в Корее подал декларацию, ну, его финансовый отдел, о том, что мы заработали только 59 тысяч рублей, а в Америке покупаем на имя компании за 17 лямов особняк. Ну, все логично. Чистыми-то вышло всего лишь 50. В итоге... Мы еще докинули 9. Скинули всей компании. Нет, в итоге оказалось, что Хайп Америка не отчитывалась даже. И как это происходит система? То есть Хайп Корея получает все бабки и начинает инвестировать в Хайп Америка. Хайп Корея в Америку. Они это занижают на сумму сразу, то есть в расход кидают четкий. А Хайп Америка никогда в жизни вроде не была прибыльной. И там и на этот филиал, который все время в минусах, покупаются особняки, машины. Есть такой момент. Представьте, Хайп, как вы объяснитесь? В России еще нет представительства Хайп. А я думал, сейчас скажешь чисто этот, без комментариев, знаешь, типа, уточню. Ну, как итог... Как итог, очень хорошая финансовая политика организации. Инвестиционная привлекательность отработана на все 100. В итоге, дело в том, что Хайп это... Инвестируйте в нас. Хайп это открытая компания, то есть там много инвесторов, которые в нее вкладываются. И дипломная работа его. У всех начался вопрос, а что инвесторы молчат? Оказалось, что инвесторы неожиданно вроде как получали суммы наличными. Все для вас. Клиентоориентированность. Да. И из-за этого они подписывали документы, что они полностью согласны с тем, что там прибыль лям. И таким образом эти инвесторы получали наличку, не платили тоже. Ну, короче, там начался кипиш. Но кипиш резко заткнулся. Потому что получили вторую порцию денег. Скинулись опять всем офисом. В этот раз аж 60 тысяч. Ну, просто охранник вышел из больничного. Да. Вот. Как... Мне осталось, чтобы еще 3 вышло. Как итог, Мин Хи-джин все заткнули. После этого скандала. То есть, походу, она на больное начала давить. И в этой всей ситуации в чем проблема? Мин Хи-джин уже свои бабки заработал за всю свою жизнь. Я думаю. Мне кажется... Сколько ей? 50 почти. Ну, что-то такое, 40 там с чем-то. Вроде бы. Но она очень молодо выглядит. Может быть, я неправду говорю сейчас. Вот. Как итог всей этой истории, девочки остались у разбитого корыта. Хотя они даже в эту игру с самого начала-то и не лезли. А не надо было, в принципе, влезать, надо было оставаться. А, понимаешь, тут между двух зол. То есть в один момент Хайп объявили о том, что типа как-то, знаешь, между слов начали говорить, что Нью-Джин скоро дадут ответы. То есть как будто это, типа, что происходит, за кого? Ну, то есть, типа, там прям вот так цитировалось. То есть Хайп хотели четкий тезис от них. Что я считаю очень, ну, в плане политики жесткого бизнеса, да, это правильно. А в плане человечности, конечно... Ну, камон, 17-16-летних девочек заставить играть в крупные корпоративные игры? Господи. Ну, короче, я не знаю, что там будет с девочками, потому что были суды, они какие-то суды выигрывали. Там же девочка нажаловалась на Хайп, что у них умер менеджер от переработок. Сильно. Прям на работе. Инсульт, Там пошел инфаркт. переутомление. Прям врачи поставили фактор переутомления. Но это прям, ну, типа... Видите, не надо слишком напрягаться. Надо просто писать правильные суммы в декларации. Вот. И как итог, вышел Конституционный суд с фразой: вы чё, охренели? У нас и так, типа, люди не рожают, а тут новые дохнут. Так и налог в 1 миллион
Вот. Ну вот, все правильно. Старики не нуждаются в пенсии, если стариков нет. А у них нет пенсии в Корее. Тогда вообще не вижу смысла. Да и пошли они нахрен. Официальное заявление Официальная декларация, походу, идет в минус. Мы повторим судьбу американского хайпа. В общем, после этого Конституционный суд вроде бы хайп... Ну, короче, им сделали выговор жесткий, их поставили на контроль по защите прав работников. Но девочки проиграли суд насчет контракта. Депортация. Нет, потому что да, они они сразу в суду? подали апелляцию. Ладно. Ну, то есть там апелляция на апелляции с апелляцией. И все время отправляют в разные А на суды. что они живут? Ну, во-первых, начнем с того, что у них немало клипов выходило. Клипы красивые, но они недорогие. Все декорации живые, там на природе, на улице. Ну, это понятно. То есть всегда толком один оператор. То есть деньги у них еще есть? Мне кажется, да. Ну, потому что тоже странно. Мне кажется, если бы у них денег толком не было... Ну, как минимум, они там бы уже одну видели разъехались. с новой сумочкой Шанель. Прям в суде. То есть она просто купила сумку под ауфит в суд. Окей. Поэтому, мне кажется, деньги есть. Декларация. Но вот ты сейчас хорошую наводку дал, потому что в этом всем есть теория заговора. Они все деньги забрали. Нет. Дело в том, что в этот момент, когда это все началось, это было за месяца 1,5-2 до вот этого трэша с президентом. То есть в этот период совет, там вот эта федерация, у нас совет федерации, у них как-то по-другому называется. Ну, в общем, они все с партиями там собрались, у них только 2 партии, но все как бы собрались и уже начинали обсуждать о нелегитимности президента. Поэтому есть такая теория заговоров, что, чтобы перекрыть неактуальность президента и, возможно, будущий трэш. Да, надо сделать такой скандал. Ну базовая на самом деле. В Корее это очень маркетинговый популярно. ход. Это очень популярно просто в Корее, но просто сам факт, что есть такая теория, что на самом деле New Jeans, им уже на все насрать, им уже типа хайп чуть ли не правительство или хайп сами деньги приносит. Ну, то есть как бы отдельно. И что у вас... Хайп порождает хайп. Ой, там хайп еще с сектой же связаны были, там тоже трэш. Сект. Вот, поэтому... Да, с Южной Кореей реально много сект. Там очень много сект. Ну, сам факт, короче, вот что думаешь вот про эту всю историю? Ты на чьей стороне, вот когда я вот все это обосновал? На стороне компании. Я на стороне девочек. Я просто считаю, в 16 лет... Ну, допустим, им 16 лет. За них как бы должны родители отвечать. Начнем с этого. С того, что 16-летние Родители привыкли там просто бабки получать за них Да, каждый они месяц, и хотят всё. деньги получать. Это логично. Поэтому они дают волю действий, делайте, что хотите. С другой стороны, что может 16-летний подросток, когда они Сказать пошли, на пресс-конференции о юридических правах. ничего не сможет сделать. Потому что, плюс-минус школу закончил. Это же факт. И то не факт. Ну да, у них там еще, по-моему, дольше идет образование, нежели у нас. Нет, ну если им по 16-17, то они еще даже не закончили. Вот именно. Ну, то есть как бы... Вот... Так что вопросы? Какие вопросы к девочкам? Тут скорее нужно обращать внимание на взрослых людей. Я не понимаю, почему хайп вообще решили девочек впихнуть в эту игру. Я понимаю, что от них нужен был какой-то ответ, но пусть они это без журналистов отвечают в круг. Знаешь, типа... Да, за них должен был брать ответ совершеннолетний человек, то есть их представитель. И уже дальше представитель должен был за них как все решать. Даже не представитель, знаешь, из серии позвали девочек в главный офис хайпа с фразой «просто поговорить». Ну да. Там, знаешь, топ-менеджеры сели. Мы не знаем, может быть, разговор был. Может быть, разговор не удался. И поэтому они такие, да, у нас хорошо. тоже недавно международные переговоры были.
Мы не будем затрагивать эту тему. Я как пример, там же тоже ни о чем не добазарились, по Ну факту. вот, да. Поэтому мы пока не затрагиваем эту тему. Мы ждем, что будет с девочками и этой корпорацией хайпа. Да с хайпом все нормально будет. Да, с ним все нормально По будет. их У них декларации- еще 4 лейбла, как минимум, остается. Не, они не закрыли 5-й, они пересоздают его сейчас. Да? Ну, тем более все отлично. Но новый гендир, раньше гендир была вот этой главный продюсер, а сейчас новый гендир у них тоже женщина, но женщина, связанная с, короче, пиаром в критической ситуации. То есть ощущение, как будто прям этот. Но первое, что она сделала, это удалила весь штат лейбла. То есть все, что Мин Хи Джин придумала, она все прям удалила. Ну, удалила, уволила. Весь штат уволила вообще. В общем, я, короче, не понимаю смысл, зачем девочек в это все Да, тут единственный момент, действительно, да, что девочек вплели в эту всю ситуацию, потому что они, в принципе, плюс-минус подростки, реально. Они пока что не Все, что они понимают умеют, этого. это, я не знаю, ходить в школу и Да, работать, и танцевать, все. да, работать, то есть, собственно, танцевать, петь, ну, и выполнять развлекательную функцию, в принципе. Просто работать Да, айдолом, да. все. А вот какие-то А корпоративные так войны, они это не, вообще мо- не то. они не должны в этом сейчас всем участвовать, потому что у них нет в этом опыта. Ну, им слишком рано даже получать опыт в этом направлении. Дайте девочкам Да слушай, в жить. 30 не каждый сможет. Есть такие корпоративные. Но если вот как такой скандал, Ну, это, да, даже это надо могут. думать наперед с несколькими вариантами, что как будет, как что влетит. А тут их просто типа, девочки, вы или нас выбираете, или пошли. Но, с другой стороны, может быть, они правда уважали своего продюсера. Может быть, она делала для них очень многое, на самом деле. Они все-таки девочки, а девочкам в Корее меньше платят, на самом деле. Статистика такая. Не, айдолам у них все равно все от продаж, Ну поэтому да, все там зависит от фиксировано. продаж. Но дело в чем? Но Она всё- их нашла по разным лейблам. Да. А, Соединила, там, Да, то есть дала они им все не в имидж. одном были. Да-да-да. Она по разным бегала, их выкупала по Мгм. одной. И те, которые не прошли. То есть она собственный кастинг делала внутри чужих компаний. Мгм. И потом выкупала. И, возможно, и она очень, ну, типа, там буст был нереальный. То есть они там за 2 года такого добиться, Ну, это конечно, сильно. Ну, то есть многие за там 7 лет группы не могут такого добиться. А тут они хоп, все. Вот. Насчет у нее, ну, я могу понять с одной стороны, что хайп реально ведет себя иногда неправильно, очень. И это все помечают. Но, знаешь, есть такое понятие продюсерская этика. Вот, они не выполняют, и это все, вот прям, это прям, на удивление, даже разные страны пишут, что типа, ну, такое. Они вот прям вообще. То есть иностранные некоторые компании не хотят там с хайпом как бы работать. Из серии типа мы лучше недополучим прибыль, чем потом вот этой хренью заниматься. Но не было бы хайпа, не было бы Мин Хи Джин, собственного лейбла такого уровня. Ну да. Там она вложилась около... Короче, хайп ей дал, и она вот эти деньги в группу вложила около, что ли, 12 миллионов долларов. Сильно. Вот где чистая прибыль. Мы разгадали данный секрет. Вы что думали? Они не платят налоги? Нет. Все ушло на воссоздание новой группы. Лейбла я не совсем разбираюсь, но все туда ушло. Они просто со склада скинули и денежки сразу. Да. Поэтому все дело разгадано. Но я, короче, я желаю девочкам, чтобы они не суициднулись хотя бы. Чтобы Это они популярно в Корее. жили, все нормально разрешилось. Их не Ну, посадили. Да, и, ну, допустим, если они продолжат выступать, пускай продолжат выступать. Им не дают. Нет. Они вот Ладно, хорошо, чтобы они жили, не истратили все деньги на сумочки от Шанель. С другой стороны, им по 17 лет, но пройдет лет 5. Все, что им сейчас нужно, они сразу открыли собственные, каждая открыла личный Инстаграм, на них подписались. То есть все, что им сейчас нужно, к примеру, это
узнать четкие границы. То есть, к примеру, может быть в контракте не прописано, что запрет на YouTube канал. Может быть, они сейчас там каждый откроет по YouTube каналу, чтобы аудиторию держать. А спустя лет 5 каждый уже пойдет там или сольным плаванием, или группу опять сделают, или еще что-то. То есть, типа, это не серия старая группа, которым всем уже по 40 лет. Ну да. Ну да, реально, это же молодые. Им по 16-17, ну Тем то есть более. вообще. Ну а что, с одной стороны, даже если не особо разрешится, пойдут учиться. Кстати, да, могут пойти все в универ. Да. На электрика, на А сантехника, отсылка на на прошлое. строителя. Мне нужен ремонт. Я Да. мало представляю их, конечно. Ну, я бы таких принципиально нанял. Не, ну там есть одна в моем вкусе. Там одна есть в моем вкусе, конечно. Вот. Это хорошо Но они для тебя, для меня, да, но они но все для электрики нет. Ну так как раз пусть ее испортят. Но им всем по 16-17. Так же приходит. Им всем по 16-17, мы против вот Да, этого. педофилия, да. Да, вот это, типа... Вот единственное, что... Единственное, что их продюсеры обвиняют все время в сексуализации детей. Почему? Потому что, к примеру, у них все концепты и прошлые работы были связаны с тем, то, что... Ну, то есть девочкам там по 15-16 лет, они все вот в супер коротеньких таких, знаешь, теннисных юбочках, тверкают под припев. И знаешь, в чем прикол? Приходит, фан-митинг делают, ну, то есть встреча с поклонниками. Приходят 40-летние мужики. Мы знаем, куда вызывать полицию. А это только, слушай, ну, это только в этом или в прошлом году изменили возраст согласия? В Корее же был другой возраст согласия. Ты не знаешь какой? Ну, 13 лет. нет, это давно изменили. Только сейчас... Или это в Японии изменили? Это в Японии. Скорее в Японии. В Японии вообще там чуть ли не 12-10. Я что-то такое слышал. Нет, было 13 лет возраст согласия. Да, сейчас подняли до 16-17 лет. Угу. А у нас наоборот понижают, блин. Ой, пиздец. Из-за этого, кстати, я слышал трэш-новости, что ну, русские девочки пытаются найти своего Чонгука на всяких корейских сайтах. Ну, так скажем, короче, сайт знакомств, Тиндер и так далее, все вот это. В Корее они... Не, допустим, если... Я, в принципе, рассматривала этих актеров корейских. Ну, ладно, там есть пару актеров, которые... Какие? Блин. Лиданук, что ли? Лиданук? Нет, сейчас, если у меня сохранилось, я покажу. Мне аж интересно стало. Там есть чувак, он по моим меркам выглядит, ну, на 35 где-то, но ему где-то уже 40-42. Он твой, типа, знаешь, сразу, типа, плюс. Умножаем. Да, какой-то накачанный. Хорошая форма, но не супер накачанный. Ну, главное, чтобы стояло. Блин, VPN надо включить. На Кинопоиск? Да. Он Он включил. на... Я уже такой, типа, и Кинопоиск теперь по VPN. Не-не-не-не-не-не. Мне аж интересно, вот так, знаешь, под конец. Просто Сабина у нас как бы этот, вообще, Азия, Азия, она это редко. противоположность. Это редко такое бывает, что Азия какая-то. Она по Европе у нас. Да. Кто же будет в одном рейтинге с Томом Харди? Я аж это... Да, это неожиданный поворот. Ну это вообще, а? Господи. Может, через фильм какой-то, или ты не помнишь? Фильм помню, сейчас хочу его набрать. Так. Там только один? 2. 2 актера. Да. И сейчас. Так. Господи. Так. Вот этот и Лидану, вот этот. я знал, что Лидану. И вот этот.
Кимбом? Да, он играл в этом «Призрачный доктор». Вот там А, вообще топчик. короче, она смотрела историю девятихвостого лиса. Ну, это Да, классика. это Это классика, это классика. самое банальное. М, Вот. Ну, Леданук это классика Да, это классика, это это... классика российского прикола. Да, Так ему 50, ты чё? уже 50. Ну, он нет, 43, блин, я думал 50. Но он пластику хорошую сделал. Да. Он очень сделал хорошую пластику. Сейчас есть... Я смотрела его, в принципе, недавний фильм. м, И получается, ну вот этот тоже прикольный, но он Мгм. молодой, плюс-минус актер. 35 лет, поэтому для Сабины это слишком ясельный пока возраст. Не, ну он молодой, он не в таких больших количествах фильмов снимался. Не, На главных ролях он не везде на есть. главных нет, Да. но этот... Не, он в ротации, он Да, популярный. он, да, есть. Блин, А, еще вчера, да, вчера смотрела фильм, тоже прикольный. так, я заразил Сабину. Ну все, ей... Че, поехали в Китай, сейчас будем находить тебя. Не Вот, Корея? вышел недавно фильм, этот, получается, именно фильм. Пёнухан? Ну, вообще, сама вот эта харизма зашла. Он прикольно там играл этого. О, я смотрел это. Да-да-да. Пёнухан. Вообще неожиданно. Не, ну уже 39. Ну, скоро грудное молоко обсохнет, и Сабина врубится. Нет, кстати говоря, вот в этом есть некая проблема на самом деле. Я Мгм. понимаю, что адекватный человек этого возраста никак не выберет человека вдвое моложе его. В Корее это популярно. Популярно, но я говорю именно про адекватную вот часть людей, потому что, ну, не может человек Ну, и Пёнухан... найти прям стопроцентные схожие интересы, и что обсуждать с человеком, которого вдвое моложе его. Ну, Пёнухан, он не сильно в России популярен. Ну, Пёнухан нет. ну, харизма прикольная вообще. М. Ну, или, по крайней мере, в этом фильме он классно отыграл. Мгм. Пёнухан. Я прям удивился. Сейчас, подожди. Сейчас. Джеки Чан. Я еще одно мне предлагают Ганнибал. Ну что, поздравляем Сабину, она теперь с Лиданук. Почему меня все время с кем-то хотят свести, я не понимаю. Зачем? Да фиг. Нет, просто Лиданук это такая классика. Это супер классика. Да, Вообще. база. База, прям реально база. Кто что не говорит все время, типа Лиданук. Вот. Ну, он прикольный. Его вопросы-ответы на комментарии в Вот Твиттере. Это тоже, да. это тоже заслуживает прям я. внимания. Мое любимое хобби. Спать в одиночестве, есть в одиночестве, гулять в одиночестве, Да, развлекаться в одиночестве. В целом мое хобби одиночество. наша любимая. На На маникюр. маникюрчик. В одиночестве. На районе не поймут. Ну матовый черный, если с таким длиной. И шубу белую. Я думала розовую. Чтобы еще стразы были золотые. Да, у тебя на лице. Такой. И чтобы было незаметно, вот тут у меня на голове будет большой прожектор, который будет вот так сверкать 24. Вот она куда уходит, декларация Кореи. Ну, короче, я понял. Ты на стороне компании. Ну, на самом деле, да. Мне кажется, они разговаривали с этими девочками, типа, говоря, девочки, Мне вам кажется- 16. А мне кажется, до конца нет. Ну, ладно.
сейчас последние суды уже все на финишной прямой вроде как. Потому что первый суд они проиграли, но сейчас апелляционный. Но если апелляционный суд не примет их сторону, то уже, ну, типа, все. Они могут еще раз пойти на апелляцию, но какой смысл, если судья посмотрит, что два судьи уже выдали решение? Третий такой, ну, не буду отличаться. Ну, А на честно четвертого не пойдут, потому что четвертый это означает смерть. Нет, а потому что смысл скандальный. Да. Если бы это было все закрыто и в кругу как-то и не было обнародовано, тогда были бы шансы. А это все уже открыто, поэтому нафиг надо. На этом все. Спасибо нашей прекрасной соведущей. Она немного приуныла. Да, она устала, как и мы все. Да. Вот, видите, даже не стоит. Никоим образом. Всё. Даже у нее не стоит. В общем, после стольких съемок глаза у меня слезятся. Мы ослепли под конец выпуска. Да, на этом все. Всем пока. Увидимся еще. Не забывайте участвовать в конкурсе. Да, который точно. будет у нас в Да, Телеграме. точно. Я всегда буду напоминать об этом, пока не будет победитель. А прикинь, я и ты выиграем. Нет, я не буду участвовать. Чтобы не уменьшать шансы наших зрителей. Ты что, не в крысу захотел? Нет, я честный человек. Я же честно всю декларацию для Кореи Я сделала. хайп сделала, все копейка в копейку.